Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы проведем общий расклад Таро для женщин на отношения, на загаданного мужчину. И посмотрим, что в отношениях, мысли, чувства, планы, действия. В общем, попробуем побыть в потоке, отталкиваясь от карт по тем вопросам, которые придут ко мне в процессе, отталкиваясь от первой карты к каждой последующей. Ну, не знаю, может быть 30 вопросов, 40, ну вот сколько придет, да, вот сколько позволит поток. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину. Сегодня будем использовать черно-белое Таро бездны и нырнем в бездну вариантов ваших отношений, в глубины подсознания вашей ситуации. Настройтесь на своего мужчину, на ситуацию, которая происходит между вами, на его мысли, чувства, планы и действия по отношению к вам. И давайте начнем мы с вами с того, что посмотрим. Вот первый вопрос, который бы я хотел рассмотреть, от чего мы оттолкнемся. Оттолкнемся мы от вопроса, что происходит в бездонном уровне, на самом глубоком уровне между вами и этим мужчиной. Вот Таро бездны, да, на самом глубинном уровне, да, вот как раз мы от этого и оттолкнемся. И давайте смотреть, что происходит между вами и этим мужчиной на самом глубинном уровне. Эх, пятерка мечей. Пятерка мечей – это, ну, как минимум, происходит не то, на что вы рассчитывали. Происходит не то, чего вы ожидали. Может быть, получается так, что вот этот мужчина вас поймал, как эту бабочку, да, як цього метелика, и держит в неволе, но вы на это не рассчитывали. Или причиняет вам неприятности какие-то, боль, страдания, да. Вы не можете достичь успеха с этим человеком, а он может достигать с вами успеха. Вот такое вот. Как минимум, между вами и ним происходит пятерка мечей. Что такое пятерка мечей? По пятерке мечей у вас с ним происходит как минимум неуспех, проигрыш. И если он вас не предает, ну вот если нет предательства, да, ну вы сами будете знать, да, есть предательство или нет, то тогда как минимум каждый из вас в этих отношениях получает успех, но радости от этого не получает. Слышите, да, даже вот и часы, 11:30, да. Ну окей, попробуйте оттолкнуться от пятерки мечей, да, то есть не успех и... А если и успех, то на это тратится колоссальная энергия, сила, и она не приносит радости. То есть давайте так, как минимум радости между вами на глубинном уровне нету. Не радует вас что-то. Хорошо. А вот давайте тогда спросим, а какую именно энергию он несет в ваши отношения прямо сейчас? Какую именно энергию, да? Огненную энергию. Это туз жезлов. Он несет в ваши отношения энергию своих планов, своих намерений. И вот когда мы соединяем эти две карты, мы получаем так, что вы не получаете как женщина то, на что рассчитываете пока что. Ну, это так вот мягко, да, если нет предательства, и вы знаете об этом, то как минимум вас соединяет вот на самом глубинном уровне и его энергия, то есть вас объединяет
выполнение его планов, его намерений, но не ваших планов и не ваших намерений. Ну, пока так. Будем смотреть дальше. Хорошо. Ну, тогда, если так, то как он воспринимает вас как женщину в его жизни? Да? Вы как женщина в его жизни. О, тут интересно пока. Ну, не все так плохо на самом деле. Вас как женщину в его жизни он воспринимает как учителя, как наставника и как человека, с которым интересно общаться, вы интересный собеседник, вы умный человек, вы опытный, и он вас воспринимает как духовного лидера, наставника или проводника. Неплохо, неплохо пока. А какое тогда место вы занимаете в его сердце и в его мыслях? Какое место? Вы знаете, какое бы место вы ни занимали в его, в его сердце и в его мыслях, он не готов вас отпускать. Это карта некомфортного ухода или прощания, или расставания. То есть вы занимаете то место, где ваш уход оставил бы в нем переживания. То есть это не самое последнее место. Первое ли оно? Ну, оно может быть первым. Но карта расставания, то есть это место, где вы создаете эффект некомфортного расставания в случае чего. То есть, давайте так скажу, не последнее место. Можно ли сказать, что первое? Да, с уверенностью пока нет. Мы находимся в самом начале расклада, поэтому прямо сейчас говорить, что вы number one, ну, вряд ли возможно. Да? Хорошо. Но тогда что он думает о вас, когда остается наедине с самим собой? Здесь страшный суд или перерождение. Он думает о вас, что вы изменитесь. Что вы изменитесь, что вы простите ему, его. И что то, что происходит между вами, изменится в лучшую сторону. Соответственно, лично о вас он думает, что вы изменитесь и что вы простите ему. А о вас двоих, что что-то изменится в лучшую сторону. Ну, например, опять-таки, наладятся отношения или, может быть, ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, более удобному, более приятному. Да. Хорошо. А какие тогда мысли к нему возвращаются вот по кругу, да, вот по страшному суду? Вот это он думает о вас, да, а что возвращается? Какая мысль возвращается? А вот ваш ум, интеллект, да, и ваша красота. Он все-таки думает, что вы умны и красивы. И эта мысль постоянно возвращается к нему так долго, да, на протяжении долгого времени. Он не может как будто бы от нее избавиться по этим двум картам. Прекрасный пока расклад идет. У меня такой поток, что даже начав с пятерки мечей этот расклад, мы пока идем по цепочке ответов, да, или по цепочке инсайтов, да, или знаков судьбы, не самых худших в ваших отношениях. Может быть, это мы идем в прошлом где-то, да, а сейчас совсем по-другому, то да, мы же смотрим ситуацию на здесь и сейчас. И живем мы, да, в ситуации на здесь и сейчас. Поэтому давайте следующий вопрос.
Я вот вижу, что здесь просто пытается, вот он что-то пытается скрыть. Такое у меня чувство идет. И тогда и спросим, а что он пытается скрыть в своих мыслях по поводу вас? Какая-то есть недосказанность. Да, вот здесь. Мы отталкиваемся от 5 мечей. От этой банки. От этой бабочки в банке. Вот что он пытается скрыть в своих мыслях по поводу вас? Да. Есть скрытое. Вот, поэтому вопрос и родился. Прямо жрица его рождает. И что-то вам он не открывает. Слышите? Даже рифма идет. Что он пытается скрыть от вас в своих мыслях? Он не хочет открывать вам свои тайны. Может, это тайна его судьбы, тайна рождения, тайна связи с матерью. Может ли это быть тайна о магии? Да. И, особенно если вы знаете, да, что ваш партнер там какой-то колдун, да. Или занимается эзотерикой, магией. Но и он может скрывать от вас в своих мыслях женщину. Но имейте в виду, это могут быть мысли о прошлом. Может ли это быть прошлая измена или прошлое отношение? Да. Поэтому он пытается в своих мыслях скрыть по поводу вас все, что связывает его с прошлыми отношениями, с прошлой женщиной, магией, которая могла быть и в прошлом, и сейчас, и в отношениях с родом, с родственниками и с женщиной, с главной женщиной рода. Вот так. И уже тут смотрите, в своей ситуации, какие моменты вам перекликаются ближе всего от этой карты. Кто именно эта жрица в вашей ситуации, которая такая таинственная, она сама по себе таинственная, и вопрос о тайнах, да. Но, может быть, по поводу вас, что он пытается скрыть, или в своих мыслях, он пытается, может быть, не думать о том, он пытается не думать о том по поводу вас, а не магичите ли вы на него. Вот этот еще момент мне сейчас пришел, потому что вопрос-то по поводу вас. И он скрытый. То есть он может быть, гонит от себя мысль, а не колдуете ли вы на него. Вот этот момент я тоже должен проговорить. Хорошо. Давайте тогда, если так, да, то есть некая такая тайная недосказанность здесь, да, информации. О чем он не решается вам сказать напрямую. Да? Напрямую не может сказать. Боится, не решается. Что вы заводите его. Что вы ему интересны. Что вы озорница. И что вы поддерживаете его энергию туза жезлов в тонусе. То есть вы возбуждаете в нем сексуальную энергию, интерес и азарт. Слышите? Окей. Тогда какие чувства, вот он туз, он испытывает к вам на самом деле? Да? Его реальные чувства к вам. Я даже не хочу ничего говорить, потому что вы и сами поняли, что 2 кубков просто говорит о любви. Вот он так вас любит. Поэтому на самом деле у него к вам чувство близости и влюбленности, и любви, можно сказать. Да? То есть это и влюбленность, и любовь, это чувство тяготения. Вообще это руна, вы наблюдаете руну Гебо, и в принципе пока
Кроме руны Геба я здесь ничего не могу увидеть. Хорошо. Тогда вот. Что в его чувствах к вам искренне? Ну и что он сам боится признать, да, вот так. Смотрите, искренность здесь. Он искренне, скорее всего, хочет какого-то компромисса, о чем-то договориться. Но он боится признать сам себе, что, возможно, вы родственные души. Особенно если вы это чувствуете. Обратите внимание. Здесь умеренность, она очень близка к 2 кубкам. Прямо, да, вот похожие, да, карты. 2 кубков вот, а вот 2 кубка в умеренности. Соответственно, в его чувствах по отношению к вам искренна алхимия любви, но боится признать он, что вы родственные души. Здесь в этом раскладе родственные души падают под близнецы. Поэтому в этом раскладе одновременно актуальна информация и для пламенных близнецов, и для родственных душ. Но это не говорит о том, что вы и родственные души, и пламенные близнецы. То есть тут надо разбираться, надо смотреть, и вы сами можете себе сказать, вы сами родственные вы души или пламенные близнецы. Можете ли вы быть одновременно и родственными душами, и пламенными близнецами? Ну, в принципе, да, наверное, скорее всего, в этом раскладе допустим. Окей, интересный расклад, обещает быть достаточно глубокий нырок. Да? Насколько сильно, вот видите, тяготение, да, прям симбиоз некий, насколько сильно его тянет к вам душой и сердцем. И как раз проверяем 8 кубков, да, вот может ли он, мы допустили, что ему тяжело вас отпустить, потерять. Насколько сильно тянет? Достаточно сильно тянет. И знаете как? Вот насколько сильно? Настолько, что он как бы с открытым сердцем к вам. Да, он может поворачиваться к вам спиной. И да, он может, ну, как будто бы быть с вами на дистанции. Как будто бы, ну, вот она звезда, да. То есть, но все равно, какая бы дистанция между вами ни была, его сильно тянет к вам душой и сердцем. Здесь 3 жезлов, поэтому никак нельзя сказать, что его не тянет к вам. Да? Хорошо. Но тогда давайте спросим отсюда, исходя из вот этих карт, да, всех 4, да и этих, которые вверху. Есть ли у него тоска по вам? Да? И даже вот если он это не показывает внешне. Да, есть императрица. То есть ваша форма, ваш силуэт, ваш образ заставляет его разум обращаться к вам снова и снова. Прекрасная карта, императрица, вы прекрасны как императрица. И вот тогда отсюда вопрос. Это красота а это внешняя красота. Или красота ума и красота, натуральная красота. Вот учитывая императрицу, что ему больше всего нравится в вас, как в женщине. Да? Звезда и императрица. Паж кубков. Игривость, прежде всего. Легкость. Знаете, ему нравится руна Лагус и Вуньо. То есть симбиоз ваших рун.
ваших энергий, да, то есть, точнее. То есть в нем, в вас, ему больше всего нравится легкость игры, детскость, непринужденность, гибкость, легкость. Вот такой шарм. Вы фея. Вот, слышите? Смотрите, Паш, императрица и звезда здесь порождает такую некую фею, загадочную фею. Фею-загадку. Прекрасно. Наверное, вы сумели сохранить такую душевную молодость. В каком бы вы вековом пространстве не находились на здесь и сейчас, ваша душевная, духовная молодость, внешность, загадочность и интеллект порождает вот эту фею. Если вы согласны, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Да, я фея, моя энергетика фиячит его, да, вот так. Окей. А что вот особенно, именно вот особенно, да, цепляет, волнует и не отпускает, как будто бы держит под замком? Вот какая тайна, загадка вот это вот внутри вас. Вы сами можете этого не знать или не обращать на это внимания. А реально же ведь. А особенно его в вас цепляет ваша энергетика, двойка жезлов. И она реально не отпускает его. Он не знает, что с этим делать. Соответственно, что его особенно цепляет и волнует, и не отпускает вас? Ваша энергетика. Вот ваша внутренняя фея. И я реально скажу, вы феячите его. Вы фиячите его мысли, чувства, планы и действия. И он не знает, что с этим делать. Вот так вот я, наверное, и назову этот расклад. Да? Вы фиячите его, он не знает, что делать с вами. Да? Зафиячили, то есть вы его заколдовали каким-то образом. Да, и он и сомневается в том, что колдуете вы на него или нет. Вы околдовали его. Поэтому так. А вот давайте спросим тогда. Вот Паш, и вы его фиячите, да? Вот вы фея. Что ему понравится в вас больше всего, вот если он откроется? Он откроется. Если он откроется до конца, в вас ему понравится больше всего. Если он откроется в вас до конца, то тут даже не вопрос, что ему понравится. Вы ему предстанете новым миром. И ему понравится все, весь ваш мир. Если он откроется в вас до конца, ему понравится связь с вами еще сильнее. И, возможно, вы действительно родственные души по этой карте. И, возможно, ему понравится в вас все, абсолютно все. Это все сильное или всеобщее поглощение вами его. Но тут уже второй вопрос. А надо ли это вам двоим? А надо ли? Окей. Интересно, по миру я бы сказал, что ему понравится не только связь, но и ему понравится то, как вы преодолеваете некие циклы испытаний, кармических каких-то проживаний друг с другом. Поэтому это отношение не только пламенных близнецов и родственных душ, но еще и кармические испытания. Ну, тут циклы всегда. Но ему может еще понравиться не только ваш мир, но и ваша прозорливость, ваша дальновидность, ваша мудрость и ваш опыт. А тогда что
он боится именно, или чего он боится, да, тогда вот вытекающий вопрос отсюда, логический просто. Он не по картам идет мне сейчас, и я хочу, вот как бы ребенок, да, он как, ну, как любой ребенок. Чего он боится в этих отношениях с вами? Справедливости, правосудия, может быть, мести и закона. Может быть, некой честности и откровения он действительно боится. Но это честность, правосудие и закон. Поэтому тут уже, смотрите, может быть, он побаивается некой стабильности. Может ее побаиваться. И он может побаиваться брака здесь, по этой карте. Слышите, как говорю? Может побаиваться, но это не отрицает. Да? Какие тогда внутренние раны, вот умеренность, да, она как это глубинная карта, это карта Скорпиона скрытая. Какие внутренние раны, например, страхи, да, или сомнения мешают ему идти к вам на встречу? Ну, первое. Он не до конца уверен в себе, хотя может быть вполне магом, этот мужчина. Но он также может бояться и опасаться вас как ведьму, ну или человека, который может колдовать на него. Вот так вот. Соответственно, внутренние раны связаны с его самоуверенностью и с его внутренней силой. И внутренние раны, страхи и сомнения по поводу вас, как по поводу колдуна, ну, колдуньи, естественно. Потому что жрица тут есть, и он в этом не до конца уверен. Окей. Ну, какой-то, может быть, у него опыт энергетических, магических взаимодействий с другой партнершей уже был, да, допустим, на него когда-то колдовали, или он сам разбирается в этом, да. Хорошо. Уточняющий вопрос, вот тройка жезлов, да, с одной стороны перспектива, а с другой стороны как бы удержание, восьмерка кубков вот здесь, да. Вот что удерживает его от открытого проявления и честного, искреннего шага? Четверка мечей. Но здесь не спокойствие, а какой-то барьер просто. Некий барьер, который он пока не может преодолеть. Он чего-то не может понять. И вот если от открытого проявления и честного шага его сдерживает барьер недопонимания и барьер беспокойств. Он не чувствует пока себя спокойным. Ну, окей. Ну, тут, конечно, правосудие, где-то какие-то качельки у вас есть. И давайте тогда спросим, исходя из вот этих карт, которые я здесь вижу, есть ли у него внутренний конфликт вот между чувствами и разумом, да? Вот чувство, вот разум, вот все, да? Где у него этот конфликт? Да, у него есть этот конфликт. Если он, да, он есть, это двойственность, бинарность, близнец и агрессивность. Да, он однозначно есть, и этот конфликт проявляется, внутренний конфликт проявляется в агрессии. Имейте это в виду. То есть человек становится агрессивным. Может ли это быть агрессия направлена на вас? Да. Может ли эта агрессия направлена быть и на вас, и на кого-то? Да. Может ли эта агрессия быть направлена только на кого-то, не на вас? Да, но он становится агрессивным. А по поводу кого он становится агрессивным? Ну, у меня такое ощущение, что он злится на всех и вам достается. Рядом вы тут есть. Окей, хорошо. Хорошо. Пока у нас такой поток равномерный, я чувствую вашу энергию как равномерную и медленный поток. Да, он такой
иногда останавливающийся, что может свидетельствовать о неких паузах в ваших отношениях. Хорошо. А как он сам себе объясняет то, что происходит между вами? Никак. Он запутался и может считать, что и вы не понимаете, что происходит. Поэтому, как он объясняет? Черт знает, что происходит. Ничего не понимаю. Я рассчитываю на одно, получается другое. И у вас то же самое. Вы рассчитываете на одно. Вот мы вернулись к первой карте. Перемотайте на самое начало, я это говорил. Соответственно, внутренний конфликт, агрессия. Может быть, он воюет сам с собой или воюет с кем-то еще, да, и вот это он не понимает, что происходит по 7 кубков. Окей. Соответственно, он может считать, что и вы точно так же не понимаете. Если у него серьезные намерения по отношению к вам, да, есть. Он планирует за вами наблюдать. И он планирует что-то выяснить и выяснить то, в чем он сомневается по поводу вас. Может быть, он проверяет, колдуете ли вы на него. Может быть, он проверяет, верны ли вы, честны ли вы. То есть, да, он серьезно намерен разгадать некую загадку, тайну по отношению к вам. И здесь честность, верность, правдивость, справедливость, вот такое. Все здесь. То есть он какую-то тайну хочет понять о вас. Окей. Смотрите, это женская карта и видимость. Женская. Видимость женская, да? Видит ли он вас женщиной для настоящих отношений, серьезных связей? Это карта связей миров. Да, видит. Он может видеть, и даже если он сейчас не видит, он может вас увидеть в другом свете. И вы можете пред ним еще представить в каком-то другом свете, в другой форме. Соответственно, если сейчас он не видит вас, женщины для настоящих отношений, то может ли он вас увидеть? Да, перемены к лучшему в этом вопросе могут быть. Так вот интересно. А думает ли он о союзе, о совместном будущем с вами? Давайте. Он думает, но этот вопрос пока заводит его в тупик, вызывает в нем страх. И порождает какой-то кризис. Поэтому, да, думает, но ничего хорошего пока эти мысли не порождают. То есть, кроме страхов, он не упирается ни во что. Не самая плохая карта. То есть, думает, да, 10 мечей было бы хуже. А в этой колоде 2 карты 10 мечей. Одна в хорошем контексте, одна в не очень, да. Окей. А вот какие тогда планы? Вот, маг, да, что-то ж планирует. Какие планы на вас он уже вынашивает? Выкручивает, да, вот в руках своих. Пусть даже молчит, да. Но это карта о развитии каких-то событий, о поездке. Он может вынашивать встречу, влюбленность, и он вынашивает именно планы развития чувств, развития направлений. Это карта абстрактная и динамичная. То есть он вынашивает разные планы, но они еще пока по этой карте не конкретные. То есть, соответственно, он вынашивает разные неконкретные планы, и
из этих планов он будет выбирать. Но, скорее всего, это сближение, это встреча и варианты, которыми он может оперировать. Да? По сути, он подбирает к вам ключи некие, если упростить. Загадывайте желание пока что. И вот отсюда мы как раз и спросим, хочет ли он сближения, встречи, разговора или нового этапа между вами. Пока не готов. На данный момент он этого, может быть, не хочет, но только потому, если у него есть сердечная боль, и вы в острой фазе конфликта или рассорки. Если этой острой фазы нету, тогда хочет. Если эта острая фаза есть, не хочет. Но карты напрямую говорят, нет, на данный момент он не хочет сближения, встречи, разговора и нового этапа между вами. Именно на данный момент. А что тогда он собирается, активное действие? Что он собирается делать в ближайшее время по отношению к вам? По отношению к вам он будет выстраивать свои границы, свои правила и защищаться пока. То есть он по отношению к вам сделает отталкивание скорее, нежели сближение. И бороться за вас он пока не готов. Но и разрушать эти отношения он еще не готов. А тогда вопрос, будут ли с его стороны реальные действия, а не только вот эти вот планы, мысли и чувства. На данный момент пока нет. Вот выпала та десятка мечей, которая некомфортная. То есть, соответственно, он сейчас будет укреплять свои границы, защиты и не будет ничего резко делать в ваших отношениях. По отношению к вам. Но вот эта карта, она говорит о вызревании чего-то и некой, может быть, где-то здесь идет же трансформация. Вот. И она же и не только внутри вас, да, эта карта, но и внутри него. Тогда, если реальных действий не будет, кроме мыслей и чувств, то какой его следующий шаг наиболее вероятный? Паш мечей, да, следующий наиболее вероятный шаг. Он проявит к вам какую-то вспышку энергии. Она может быть агрессивной, но вы эту энергию сможете контролировать. То есть он совершит на вас нападение, как лев, и вы сможете эту энергию направить в правильное русло. Может быть, это будет вспышка сексуальной энергии. А может, это будет агрессия, наезд, который вы сможете как-то обыграть в выгодных для вас, в выгодном для вас направлении, да, в выгодном для вас ключе. Ну, окей. Соответственно, ожидайте какого-то выпада в вашу сторону в ближайшее время. Выйдет ли он на связь? Давайте проявится, даст ли о себе знать. Это для тех, кто особенно актуален вопрос, он как раз сейчас. Если вдруг у вас там непонятно конец или пауза, да. Нет, пока не проявится он резко, да, вот так вот резко. То есть выйдет ли он на связь? Сейчас нет. Вот он должен немножечко отойти, да, от какой-то там тоски. Может быть, он углубился в какие-то алкогольные трипы, вещества и так далее. Но, опять-таки, на данный момент он на связь по этой карте не готов идти. 5 кубков. То есть ему мешает эмоциональное состояние. Должен отойти. Вот
Может, он до конца и не отойдет. Да, и появится вот не в самом лучшем психоэмоциональном состоянии. Но ваша задача, да, как-то вот обыграть эту ситуацию. Женщины не умеют, да, иногда. Если хотят, конечно. Хорошо. Тогда насколько серьезными будут его действия, да, в ближайшем будущем, ну, если так, вот такая ситуация, насколько серьезные действия? Ну, а действия будут серьезные, и в конечном итоге это 9 пентаклей. Это может быть не быстро, не скоро, но в конечном итоге может быть позитивный результат. И давайте так скажем, прилагать усилия с обоих сторон и ресурсы, ну, придется. То есть не только ему, но и вам. Хорошо, хорошо. 9 пентаклей. Очень хорошая карта. Есть ли с ним другая женщина или влияние другой женщины на его выбор? Вот так вот. Знаете, и да, и нет. С одной стороны, ему хорошо и самому. С другой стороны, выпала именно 9 кубков, и выпала женщина. Я скажу так. Если рядом другая женщина, да. Но если от нее влияние, нет. Услышали, да? А теперь слушайте второй вариант. Если рядом другая женщина, нет. А если от нее влияние, да. И вот тут вот надо понимать, в какой ситуации вы оказались, в первой или во второй. И еще раз. Если рядом женщина, да, но влияния нет. И если рядом женщина, нет, но влияния, да. Соответственно, тут надо разбираться, с какой стороны ветер дует, как говорится, да, и какой у вас вариант. Ну, что делать в первом варианте и что делать во втором, ну, я думаю, вы сами поймете, да. Соответственно, на его выбор может влиять другая женщина, но как сильно она влияет, это уже второй вопрос. Вот так. Что происходит в его личной жизни сейчас, за пределами вашей связи? Хаос. Но в этом хаосе, возможно, он лечит свои раны. И в этом хаосе он пытается выстроить какие-то, с одной стороны, границы, а с другой стороны, найти какую-то свою новую концепцию взаимодействия с вами. Интересный сегодня расклад. Сравнивает ли он вас с кем-то из прошлого, ну или из настоящего? Почему такой вот у меня противоречивый пришел вопрос? Не знаю, поток дает такой вопрос, да? Сравнивает ли он вас? Сейчас не сравнивает, а раньше сравнивал. А все почему? А потому что у него новое осознание и ощущение по поводу вас. Или это пламенные близнецы, или родственные души, или принятие вас такой, как вы есть. У него происходит глубинный трансформационный процесс, такой же, аналогичный, как и у вас. А все почему? Потому что ваша пламенная близнецовость или ваша родственная духовность позволяет ему вот эти сравнения прекратить и принять вас такой, какая вы есть. И это хорошо. Это, возможно, будет гасить его агрессию. И, возможно, это даст, ну, как бы возможность меньше сопротивляться, да, так, по отношению к вам.
Но если так, да, то вот что он понимает о вас только сейчас, да? Вот что именно он понял о вас только сейчас, со временем, после всего этого, вот после разрыва или паузы, или после скандала, или после кризиса какого-то, или после того, как у вас все разорвалось, вам показалось, да? Тройка кубков. Что он радуется жизни вместе с вами, что вы радость его жизни. Но что треугольник может здесь все портить, потому что десятка мечей, то есть треугольник всему виной, но вы радость его жизни. Интересно, да? Противоречиво, да? Но в этом и есть секрет тройки кубков, да? Хорошо. То есть со временем он понимает, что радостные моменты в его и вашей совместной жизни объединяли вас. И он это ценит. Как вот будут развиваться или могут развиваться ваши отношения в ближайший период? Смотрите, тройка и восьмерка дают союз. Вот мы о союзе в вашем ближайшем будущем, да. Ну, качели продолжатся, и все зависит от упорства вашего, как женщины особенно, да. Ну и от того, как вы будете прилагать лично вы, как женщина, усилия свои физические, материальные, внешние, да, то есть как вы будете располагать, оперировать своим ресурсом в этих отношениях. Поэтому все зависит и от вас в том числе, не только от него. Ну, я всегда говорю о том, что отношения – это всегда работа на двоих. И если один работает, а второй нет, ну, то это уже, наверное, и не отношения. Но здесь почему-то, ну, мне кажется, что есть куда расти. Да? Хорошо. Тогда к чему может привести эта связь, если все останется вот так, как сейчас? Вот ничего не меняем, к чему оно идет? Он будет все сильнее и сильнее волноваться, и все будет зависеть от того, как он будет справляться со своей агрессией, внутренним беспокойством и со своим королем кубков. Король кубков – это может быть алкоголь, вещества или его эмоциональная нестабильность. Поэтому, если ничего не менять, то многое будет зависеть от него. Но, учитывая вот эту семерку ваше приложение сил, то тут нужно понимать, как вы можете оперировать его чувствами, и как вы можете ими управлять, можете ли вы ими управлять, и хотите ли вы ими управлять. Услышали, да, женщины? Манипуляция чувствами. Да? Вывести его на эмоцию, да? Хорошо. Если у этих отношений судьбоносный шанс на продолжение. По судьбе ли шанс на продолжение? Он есть, но вы его пока не замечаете. Ну, может быть, надо, чтобы перекипел ваш мужчина, немножко успокоился, но не такой агрессивный был. Ну, а с другой стороны, да, он есть. И смотрите, 4 кубков, потом 5 кубков, но она выпадала где-то у нас тут. Где же? Ну, где-то была она, 5 кубков. Вот она, 5 кубков. А потом 6 кубков. Поэтому у вас как бы 2 периода будет не очень, а вот 3-й период будет уже сближение. Поэтому если у вас сейчас все вот так вот немножко хаотично, ничего страшного. Да, есть, но нужно отдохнуть. Ну, то есть, как бы нужна пауза. Ну, и восстановиться и вам, и подготовить вам свою стратегию, тактику, да, и ему как бы там свои кукушки собрать, как говорится. Хорошо. А что вам нужно понять о нем, чтобы вот не ошибиться сердцем, как говорится?
А вам не о нем надо понимать, а вам о себе. Чтобы не ошибиться сердцем, вам нужно понимать, пламенные ли вы близнецы или нет, родственные ли вы души или нет. Хотите ли вы управлять мужской энергией, ведьма вы или не ведьма. Ну и если у вас азарт и желание управлять не только своей, но и мужской энергией. Сексуальной в том числе. Королева жезлов. Как вам лучше себя с ним вести, чтобы там, не потерять себя, да, и, ну и не потерять его, да, или не закрыть дверь к счастью, так тоже можно сказать. Доверяйтесь своей судьбе, действуйте по ситуации, действуйте так, чтобы было выгодно вам. Помните, что вы управляете судьбой, но не все зависит от вас. И что если судьба управляет вами, иногда надо поддаваться кнутом и пряником. Но это карта слуги, это карта девы, поэтому не бойтесь проходить кармические испытания. Воспринимать судьбу как приключение и понимать и осознавать, что не все происходит только, или не все состоит, не все состоит из успехов, только из успехов. Да. Эх, давайте, наверное, закончим вот этой картой. Какой главный итог и главное послание вам вот несет весь этот расклад и эти отношения? Не бойся, рискуй, используй шансы, ходи туда, где страшно, і постарайся избавиться від зависимостей. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось обов'язково. Па-па!